Слава, я услышал от тебя, что мы все одно целое, и нет отдельно человека. Я стою, конечно же, на такой позиции, но должен признаться, к сожалению, что мысль не нова, и она не моя. И с другой стороны, нужно сначала насытиться самому, а потом думать о целом. Да, вот на этой позиции я стою тоже. Как узнать, когда я насытился, и можно ли совмещать эти разные потоки? Это всегда было проблемой, Хасан. Это всегда было проблемой. Понимаете, основная наша сложность, и твоя в том числе, Хасан, и моя в том числе, и любого человека, она заключается в том, что мы ведомы своими привычками, автоматизмами. И это очень нам мешает жить. В каком смысле? Оно мешает нам перестроиться. То есть очень легко действовать привычно. Поэтому человек всегда для себя ищет простую, понятную схему правил. Любой человек ищет для себя простую, понятную схему правил. Ну и каждый предлагает такую схему. Да? Например, приходят эти самые которые веды там, да, и начинают там бу-бу-бу-бу-бу, древние старцы, древняя система знаний, они лучше знали, чем мы, они были ближе к природе, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. И, короче, надо следовать ей. И там свои правила, как надо делать. Приходит какой-нибудь, не знаю, последователь философии Оша, да, или Эрхарта Толле, и говорит: оглянись, нет ничего, кроме настоящего момента. Ничего же нет, кроме настоящего момента. Все, что есть, это миг настоящего. Прошлого нет, это пустота. Будущего нет, это вообще фигня. И больше вообще ничего нет. Только настоящий момент. Наслаждайся настоящим моментом. Каждый закат не повторяется. Да? И вот это все гонит. Ну и тоже все понятно, У тех простая схема. Бери веды, изучай, следуй правилам. Да? У этих тоже простая схема. Забей на все, обнули там цели будущего и моменты прошлого. Ну и, короче, дуй в настоящее. И кайфуй. Дальше приходят какие-нибудь граждане, умеющие зарабатывать деньги. И они смотрят на всех свысока и говорят: господи, какие вы все лузеры, вы не умеете ставить цели, вот смотрите, как надо продавать, и пошло-поехало. Ставим цели, делаем систему, АБ-тестинг, да. Сделали там какую-нибудь продающую страничку, нагнали трафик, погнали, сегодня $100, завтра 1000, послезавтра 10 тысяч. Ты ходишь, кайфуешь, там все дела. Ну, короче, живи целями, будь эффективным, будь успешным. Какой настоящий момент? Какой настоящий? Это все дураки-философы. А это старье, это ведическое, до свидания. Деньги, вот это что надо, да? Ну вот, пожалуйста, другая философия. Философия будущего и целей. И тут вы случайно набрели на канал Универсум, да? А тут Вячеслав, у которого вообще другое. У которого пространство, время, энергия, информация, и больше вообще ничего нет. Вот у меня в системе, ну если брать ее смысловую составляющую, да, то это только Ганзин. Все остальные вещи подчинены ему. Вот в итоге все свелось к тому, что я вымел абсолютно все мысли всех остальных других людей. Осталось только это. Пространство, время, энергия, информация. И его накладывание по определенным системным правилам, там, которые я собрал из Триза и из Анохина, Петра Кузьмича. Все. Вот он, вечное, да? То есть вечный закон. Как дважды два четыре. Всегда было, есть и будет. Пространство, время, энергия, информация. Единственное правило, которое сохраняется в 14 миллиардах лет эволюции Вселенной. Все остальное меняется, понимаете? Все остальное приходит, уходит. Там было такое, сякое, что-то поменялось, там это сдуло, это придуло, это развалилось, тут подсобрали, малость подлатали. А вот это не меня, вечное. Понимаете? Вот следуй одному правилу. Пространство, время, энергия, информация. У тебя все будет четко, понятно, конкретно, системно, все в гармонии и так далее. Вот оно. Я называю это
Я называю этот инструмент колесо времени, компас времени, компас времени. Я его для себя собрал, когда делал тренинг «Новая жизнь». Да, я искал, как донести пространство, время, энергия, информация по-простому. И вот родился такой инструмент – компас времени. Прошлое, будущее, настоящее, вечное. 4. И все раскладывал. Весь тренинг был построен по этим 4. Вот. Соответственно, 4 подхода, как можно посмотреть на жизнь. И человек ищет простое что-то, понимаете? Он ищет что-то одно, чему можно следовать. Поэтому, если не брать нашу систему, которая целостная, да, включает в себя все, то все остальные системы это кусочек. Вот про будущее люди думают вот так, про настоящее вот так, а про прошлое вот так. Человек нашел систему и следует ей. Но прикол в том, что это все куски, понимаете? И нельзя прожить целостную жизнь, следуя куску. Оно не складывается, понимаете? То есть человек ищет для себя простую систему правил. Вот он берет правила, как жить в настоящем. Но ведь жизнь это не только настоящее. Ведь это же бредятельно, что есть только настоящий момент. Ведь прошлое есть, и прямо в вашем теле оно есть. Оно оставило в вашем теле следы в виде обид на ваших маму с папой, например. И эти следы прямо сейчас, в моменте, воздействуют на вас. Вот оно, ваше прошлое, прямо здесь. Вот. И будущее есть, оно тоже, в зависимости от того, какую цель вы поставите, вы туда направитесь. То есть мы не можем свести жизнь к какой-то одной системе, только к целостному. Вот это проблема, да? То есть человеку надо удерживать внимание одновременно на совершенно разных составляющих Вселенной. Надо быть одновременно и в настоящем, и в прошлом, и в будущем, и в вечном. Одновременно, понимаете? Вот суть проблемы управления вниманием. Нельзя сделать простую штуку, что ты выбрал себе систему правил и следуешь ей. Нет. Ты одновременно должен держать пространство в разных мерах. Нельзя, например, решить, что ты личность и жить по правилам личности. Потому что с точки зрения себя ты личность, но с точки зрения общества ты частичка общества. Клеточка одна в организме. Не, конечно, для каждой клеточки, там своя рубашка ближе к телу, у нее есть свои проблемы, своего питания, там ля-ля, тополя. Но с точки зрения Вселенной вы просто клеточка. Часть целого. Целое живет вами. Вы, конечно, это не чувствуете. Вот вы стоите там в штанах, в ботинках, да, в кофте в какой-нибудь. Ну какой я целое? Вот и я есть я, а там комната есть комната. Но с точки зрения Вселенной и я, и комната это протоны, электроны и нейтроны, понимаете? Это одни элементарные частицы, одни и те же, только форма разная. Да? Это формы комнаты, а эти формы моего тела. То есть я одновременно и отдельный, и часть целого. Если вы поднимете капот в машине, возьмете мотор, там какой-нибудь проводочек, вы его вырвете, и это отдельный объект. Но он сам по себе бесполезен, потому что он часть целого. Значит, нет никакого проводочка, понимаете? Есть работающий мотор, состоящий из разных деталей. Но сама по себе деталь не имеет смысла. Вы можете вырвать провод и сказать, ну как же нету отдельного провода? Вот он. Так а что? Ну что с ним сделаешь-то? Сам по себе провод, отсоединенный от мотора, он не существует. То есть он не имеет никакой функции, он не живет. Он годен только на помойке сгнить и все. Или быть вставленным в другой мотор, чтобы он ожил, и через него пошла сила жизни. Это, кстати, тот момент, почему я все время говорю, что те люди, которые увлекаются индивидуальностью своей и уникальностью, да, они всегда очень страдают в итоге. Они становятся отдельным проводком, да, не подключенным к общему мотору. Человек, который играет в игру, какой я отдельный, уникальный, индивидуальный, неповторимый, глубокий и так далее, никогда не будет счастлив. Почему? Потому что он потерял связь, да, он стал отдельным проводком, не применительно к мотору. В этом нет смысла. В этом нет смысла. Поэтому ответ на твой вопрос, я тебе накидал с разных сторон, да, то есть люди всегда ищут удобно, как себя воспринимать, как часть целого
или как что-то отдельное, или как вообще целостность. И это все разные философии. Да? Вот будь в настоящем, это просто будь целостным. Оставь себе цели, это будь отдельным, уникальным. Это все связано. Это все заблуждение. Мы не можем с вами сыграть в такую игру. Я целостный или я отдельная часть, отдельная личность. Ты и то, и то. Ответ, внимание, ответ на твой вопрос, Хасан. Ты и то, и то. И это есть самое сложное. Я повторюсь на всякий случай еще раз. Ты не можешь выбрать систему правил. Потому что ты и то, и то. Вселенная, с одной стороны, живет тобой, твоим телом, а с другой стороны, ты сам воздействуешь на это тело. У тела два хозяина. Ну, если глубоко идти, даже 4. Ну, по-простому. Это Вселенная и ты сам. И если Вселенная говорит, что тебе надо идти в туалет, то что бы ты сам об этом не думал, тебе придется пойти в туалет. Почему? Да босс сказал. Владелец тела так сказал, что телу надо сейчас пойти в туалет. А как же у меня сейчас такой важный разговор, мне надо... Это не важно. Если ты не понимаешь, сейчас так припрет, что ты прямо тут. И все произойдет. Как этого требует босс. А босс это Вселенная. Босс это Вселенная. Вот. Такие дела. Поэтому и то верно. Да? Но человек, естественно, приходит к этому не сразу. То есть человек рождается же вообще без мозгов, просто тело. Да? Потом он очень осознает свою отдельность. Свою отдельность. Человек проходит целые стадии психики. Есть такое даже направление в психологии, может быть, вы слышали. Возрастная психология. Это вот в официальной науке такое есть, реально. Это есть целая отрасль отдельно. И там изучают, что с человеком происходит на каждом его временном отрезке жизни. Вот, что с ним происходит, там, не знаю, первый месяц, там, от месяца до года, от года до 3, от 3 там, до 7, ну и так далее. Вот, такие дела. Такие дела. Поэтому приходится управляться с этим. И все, что вот по возрастам, да, что происходит? Человек не сразу осознает, что он часть целого. Человеку кажется сначала, что... Ну, сначала ему вообще ничего не кажется. Просто Вселенная им живет. Младенец же ничего не понимает. Его телом живет жизнь. Потом ему кажется, что он отдельный. И когда он ощутил себя отдельным, он начинает строить взаимоотношения с окружающим миром. Потом он распробовал в себе силу, да, потому что вначале человек себя ощущает отдельным по свойствам. Я мальчик, а это девочка, да. Это речь не про силу, это просто свойства разные. Я еще маленький, а братик большой. А потом он ощущает свою силу, что вот есть разные люди, я умею вот это, они вот это не умеют. А потом он понимает, что нет никакого меня. Есть общество, которое живет нами всеми. То есть он приходит в состояние младенца, но уже через голову он это понимает. Младенец это ощущает, а взрослый это понимает. Ну и вот по идее как бы возрастная психология по идее должна раскрывать этот процесс, но не раскрывает. Почему? Потому что наука сегодня не рассматривает человека как продолжение жизни. Она рассматривает его как личность, индивидуальность, как отдельный объект. И это как бы полный провал психологии на сегодняшний день. Вот, но не нашей. Не нашей. Значит, соответственно, по мере того, как ты взрослеешь, ты осознаешь и ощущаешь, что живешь не только ты один, а что ты часть большого механизма. Как понять, что ты наелся и надо приступать к выполнению функций для общества? Это неразделимый процесс на самом деле. Тебе не надо об этом думать. Это происходит само автоматически. Весь принцип построен на том, что ты не можешь поделиться с другими тем, чего у тебя нет. Да? То есть ты пришел ко мне и говоришь: Слав, я там, ну не знаю, жарю яичницу, мне соли не хватает. Поделись со мной солью. Я прихожу, открываю полочку, а у меня соли нет, у самого закончилось, допустим. А я забыл купить. Я же не могу с тобой поделиться солью. Да? Я приду к тебе и скажу: нечего взять, нечего дать тебе, нечего предложить, у самого нет. То есть это закон природы, ты не можешь отдать то, чего у тебя нет. Если у тебя нет в холодильнике колбасы, ты не можешь угостить ею своего соседа или гостя. Она должна быть в холодильнике, чтобы ты угостил. А если она есть,
то ты никогда не захочешь, чтобы она пропала. Ты сам удавишься, просто вот ее съешь, чтобы она не пропала, да? Либо, если ты увидишь, что у тебя пол-холодильника колбасы, она просто гниет и тухнет, ты что пойдешь делать? Отдавать. Ты позвонишь подруге своей, скажешь: Машка, слушай, выручай, тут у меня колбасы пол-холодильника, куда-то надо деть. Там, приходи, что в гости съешь, там, я не знаю, друзьям раздай, ну, сделай что-нибудь, пропадает, да? Человек, когда у него что-то пропадает бесхозное, он старается это отдать, продать, подарить, как-то избавиться от этого. Так устроено. Понимаете? Вы не можете что-то отдать, если у вас этого нет. А если у вас в избытке, вы начнете избавляться от этого. Поэтому это работает само. То есть ты прожил в чем-то силу, тебе захочется этим поделиться. Если ты не прожил в чем-то силу, ты не сможешь этим делиться. Поэтому все, что тебе надо знать, головой просто понимать, да, что ты в этом мире не один, и в тебе одном смысла нет. Ты рожден и существуешь для других людей. Мы все существуем друг для друга. Поэтому твоя задача найти в чем-то силу, распробовать эту силу. И когда у тебя будет ее достаточно, она сама попрет наружу. Тебе захочется этим делиться. Вот я, например, что-то понял про жизнь. И стал рассказывать это на ютубе. Люди стали некоторые приходить, откликаться и говорить: слушай, ты что-то понял, что мне помогает это? Вот еще скажи, а что ты думаешь об этом? Вот как ты сейчас пришел, да? Ну и как бы я понял, что в этом есть моя сила. У меня в чем-то другом и вообще во всем другом у меня больше слабости, но в этом больше силы. Ну, соответственно, я предлагаю это. Кто-то приходит, у него сила в другом, да, но в этом слабость, он приходит ко мне, а я к нему прихожу, ну, там, за чем-то другим. Детей учить, там, я не знаю, бороду подстричь, морковку купить или еще что-то. Это суть взаимообмена в обществе. Поэтому все, что надо понимать, это держать эту модель в голове, что это так, что в этом смысл, и слушать свое тело, и развиваться. И оно будет само. То, что в недостатке, ты будешь искать, где взять, как сейчас пришел за вопросом. А все, что в избытке, ты будешь готов сам поделиться. Природа следит за этим, она балансируется.